Здравствуйте, меня зовут Михаил Живец. Сегодня я расскажу вам об обновлении 9.9. Расскажите о новых вариантах игрового события превосходства. Первый вариант будет, в общем-то, напоминать и предыдущие события превосходства, но с одним большим отличием. Появится так называемая мультикомандность. В бою будет участвовать не две команды, а несколько команд. Команды будут состоять как из взводов, так и, по сути, из одиночных игроков. В зависимости от того, сколько и каких игроков стоит в очереди на бой, могут создаваться совершенно разные бои, как и с большим количеством взводов, так и с большим количеством одиночек, так и смешанные бои, где одновременно будут участвовать и взводы, и одиночки. Для взводов правила игрового события, в принципе, останутся прежними. Нужно будет приносить флаги на определенные точки. Для одиночек, в принципе, основным заработком в этом режиме это будет либо уничтожение вражеских танков, таких же одиночек, как и они сами, либо танков из взводов, либо уничтожение флагов. То есть при захвате флага будут генерироваться очки, и флаг будет пропадать. Второй вариант игрового события будет немного отличаться по механике от предыдущего, потому что в нем не будет флагов. В этом варианте будет играть две команды, но вместо захвата флагов они должны будут контролировать определенные точки на карте. При захвате этой точки они будут генерировать специальные очки, которые будут идти в зачет победы. В принципе, остальные механики, такие как возрождение, точки пополнения, тоже останутся такими же, как и раньше. Дополнением к обоим вариантам игрового события станут так называемые боевые расходники. Игрокам в бою станут доступны боевые расходники «Артудар» и «Авиаподдержка». Также будет расширен набор используемых в игровом событии танков. Какие изменения произойдут с техникой? Будет добавлено две новых премиум-машины. Это немецкая ПТСАУ 8 уровня Canonier Panzer и японский тяжелый танк 6 уровня «Тигр». Также в этом обновлении мы исправим некоторые уязвимости у танков, которые были недавно обнаружены, когда можно было в лобовую проекцию пробивать тяжелые танки пушками с совершенно незначительным пробитием. В особенности это касается советской серии ИСов. В принципе, мы пересмотрели все имеющиеся высокоуровневые танки, и порядка 18 машин мы немножечко исправили коллижн модели так, чтобы таких пробитий стало меньше, либо они вообще исчезли. Также в этом обновлении мы переведем улучшенное HD-качество порядка 1,5 десятков моделей танков. Планируется ли изменение игровых карт? В обновлении 9.9 мы внесем несколько переработок в такие карты, как Топь и Хайвей. Карта Топь, как и по отзывам игроков, так и по статистике, показывала очень большое количество ничьих, и мы боролись прежде всего с этим. А на карте Хайвей достаточно плохо использовался центр карты, и мы постарались избавиться от этой недоработки. Будут ли изменения в графической части? Заметно изменились тени. Как улучшилось качество на всех пресетах, так и значительно улучшилось их быстродействие. Также было проведено очень много различного рода оптимизаций в разных частях движка, что, в принципе, должно дать достаточно неплохие приросты производительности на многих конфигурациях. Для настроек стандартной графики мы улучшили качество освещения танков и отображения воды. Также достаточно заметным станет введение нового полноэкранного сглаживания TXA. Оно по качеству намного лучше имеющегося FXA сглаживания. Надеемся, что это понравится игрокам. Заходите на общий тест версии, оставляйте свои отзывы.